Всем привет, дорогие друзья! Если у вас есть овсянка и есть тыква, я предлагаю приготовить вот этот замечательный торт без муки, без всего чего угодно, без сахара, без всего вредного. В этом рецепте будет только полезность, простота и очень насыщенный вкус. Так что приглашаю вместе со мной приготовить этот замечательный торт. Как на день рождения, так просто к чаю, к Новому году, к Рождеству. Друзья, вы не пожалеете. Приступаем к приготовлению. Для этого нам понадобится 2 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления. Они отправляются один за одним в блендер. И все, что нам надо сделать, это немножко их проблендировать, чтобы получилось что-то наподобие муки. То есть более мелкая фракция должна у нас получиться. Примерно вот как я сейчас показываю. Далее берется емкость большого объема. Туда засыпается наша овсяночка. Кстати, мой котик Рыжик передает вам большой-большой привет. Берем тыковку. И, кстати, друзья, тыкву можно резать по-разному, чистить. Раньше для меня это было очень муторное занятие, когда я чистил ножом. Сейчас я вам показываю метод, который наиболее быстро, комфортно и с удовольствием помогает очистить тыкву. Вы видите, кусок нужной тыквы я очистил, отрезаю ножом. И ложкой, столовой ложкой, за несколько движений я извлекаю все внутренности. И, как вы видите, тыкву я очистил буквально за считанные мгновения. Следующий шаг, что нам надо сделать, это немножко измельчить тыкву. Я ее нарезаю вдоль вот такими вот полосочками, которые в дальнейшем я немножко измельчаю. Примерно на кубики 1,5-2 сантиметра. Вот такая горочка красивой тыквы отправляется у нас в блендер. Тот же самый после овсянки, где измельчается в более мелкую фракцию. Вот такая красота у нас получилась, но я еще не вынимаю тыкву из блендера, а в ход у нас идут финики. Финики у меня крупного сорта, и около 10 штук я взял. Если сорт поменьше, стандартный, то надо взять штучек 14-15. Этот замечательный торт готовится абсолютно без сахара, подсластителей и прочей химии. Я называю сахар химией, к сожалению, или к счастью. Я давно отказался от сахара, а сладенького хочется, и поэтому этот торт как раз то, что идет без сахара. Подходит, как я понимаю, вполне вот людям, которые не могут или не хотят кушать химический сахар. Тыква отправляется дружить с овсяночкой, а мои любимые песики передают вам привет, и кто не подписан, желают подписаться. Кстати, друзья, кто из них мальчик, а кто девочка. Буду рад, если напишите в комментариях, и, возможно, вы угадаете, кто из них. Беленький или черненький. В это время я взял один банан среднего размера, средней спелости. И чтобы его долго не измельчать, я его в мгновение ока измельчил обычной вилкой. И банан отправляется в наше, можно уже назвать, тесто, готовое к
дальнейшему употреблению. В ходе этих манипуляций, как вы видите, овсянка постепенно наполняется влагой и забирает влагу из тыквы и остальных ингредиентов, то есть происходит гармония и баланс. А в это время я взял немножко изюма, горсть изюма и горсть чернослива. Сколько брать в граммах, друзья, вот вы смотрите по себе. И я взял ложечку соды в теплую воду. Все, что я делаю, это вот дать отстояться диоксиду серы, которым покрывают полезные сухофрукты, чтобы от химии, так сказать, избавиться. И вот такой манипуляцией мы избавились от химии на сухофруктах. И теперь нам надо при помощи бумажного полотенца быстренько это все просушить. А делается это за пару мгновений, как вы только что увидели. Далее чернослив достаточно крупный, и теперь его надо немножко уменьшить в размерах, чтобы он не выбивался из общей массы торта. Это делается все легко ножом, и при помощи кондитерского шпателя отправляется в единую массу нашего прекрасного будущего тортика, где вместе с изюмчиком перемешивается в однородную красивую массу. А у меня, друзья, к вам вопрос. Кто из моих любимых питомцев интересно почитать в комментариях больше? Кто вам Котик понравился Рыжик, больше? Котик или песики Аватар и Тигра? Так зовут моих собачек. Буду рад, если в комментариях вы напишите свои предпочтения. Мне будет приятно почитать. А в это время в ход идут 2 яйца, соль, разрыхлитель. Разрыхлитель 10 грамм. Соль я взял 1 чайную ложечку, чуть меньше. И чайная ложка сейчас отправилась соды. Почему я брал и соль, и соду, и разрыхлитель? Потому что они действуют по-разному. Для разрыхлителя не нужен активатор, а вот как раз таки для соды нам нужен активатор. И вот этот активатор вы сейчас видите на экране. Это греческий йогурт 100 миллилитров. И вот этот йогурт, смешиваясь с содой, дает эффект, нужный нам. Наш торт поднимется за счет вот этого взаимодействия этих 2 компонентов. В это время я взял горсть грецких орехов. И чтобы не мельчить все это дело при помощи ножа, я это делаю при помощи руки. Когда готовишь с любовью, то своими руками ты передаешь прекрасную энергетику любви, щедрости и благодарности продуктам, которые после приготовления возвращают тебе твою энергетику, умноженную во много раз. Поэтому я предпочитаю готовить всегда с хорошим настроением, с любовью. А в это время я готовлю противень. Для этого я взял масло. У меня рыжиковое, но подойдет любое, подсолнечное, к примеру. И выкладываем наше тесто на противень. Следующее, что нам надо сделать, просто разровнять лопаткой для примерно однородного слоя. Вот так. Я выпекаю в духовом шкафу при 180 градусов 50 минут. И в это время я готовлю прекрасный, очень вкусный ингредиент для этого торта. Как вы заметили, пока я нарезаю 1 спелую хурму, я положил в стеклянную емкость 150 грамм сыра
творожного и влил туда 100 грамм сливок. Жирность у меня 20%. Чем большую жирность вы возьмете, тем будет вкуснее. Далее, что нам надо сделать? В эту массу добавить хурму. Сам по себе вот этот крем, он как отдельное блюдо очень гармоничен, вкусен и абсолютно не сладкий. И посмотрите, какая прекрасная нежная консистенция получилась. Смотрите, какой он получился густой, прекрасный и нежный оттенок. В общем, пока готовил и зашел слюной, что называется. Сюда же добавляю мед. 2 столовые ложки меда отправляются дружить с остальными ингредиентами в этом креме. Вот такая красота. Вот как перемешалось. Вообще красиво, но нам нужна однородная консистенция. Для этого я еще раз использую блендер. Вот смотрите, какая красота у нас получилась. Наш замечательный торт почти готов. Я достал из духового шкафа, взял форму без дна и этой формой вырезаю квадратики, точнее кружочки. Делается это очень легко. 1 кружочек, 2 кружочек. И на отдельном противне у меня было еще немножко этого теста оставалось, где получился 3 кружочек. Но кроме кружочков, все остальные кусочки я бережно собираю в отдельную тарелочку, и они нам сейчас пригодятся. Сейчас мы начинаем финальную стадию в виде сбора нашего прекрасного, вкусного и полезного тортика. Вот такая красота, противень убирается. И теперь нам надо сделать водяную баню. Я использую для этого сковороду, наливаю в нее воду, ставлю стеклянную емкость, обычную стеклянную, кладу туда 120 грамм масла. Масло я использую максимальной жирности, в моем случае это 82,5%. Пока масло тает, я добавляю туда 100 мл сливок 20%. Туда же отправляется какао, порошок какао. 3 столовые ложки. То есть, если вы положите 4 или 5 ложек какао, хуже от этого точно не станет торт. По ходу нагревания воды масло растапливается и соединяется с основными ингредиентами. Туда же добавляется ложечка меда. Повторюсь, на водяной бане у нас температура нашей массы не превышает 40 градусов, поэтому мед не становится канцерогеном. Те кусочки, которые остались от кружочков, я измельчил по-крупному. Для чего? Мы будем их тоже пускать в наш тортик. И это все мы делаем слоями. Это самая приятная стадия, которую вы можете делать с детьми. Им очень понравится это занятие. На глазах буквально за считанные секунды, минуты растет большой, огромный, сочный, вкусный торт. И вот вы видите, после крема в прослоечку я кладу кусочки оставшегося от кружочков. Вот эти вот кусочки торта будущего. И далее сверху опять щедро промазываю хорошенько прекрасным кремом. Чем больше крема положите, тем больше крем впитается
в наши вот эти коржи. И тем сочнее, ну и, соответственно, более увесистый будет наш тортик. Поэтому здесь я не жалел крема и достаточно много его клал. И забегая вперед, совсем скоро вы увидите, сколько крема я положил на самую верхушку данного вкуснейшего торта. Кстати, друзья, не знаю, как его назвать, и мне было бы приятно, чтобы вы предложили в комментариях свой вариант названия данного вкусного, полезного тортика. И в дальнейшем я бы его так и назвал в своих рецептах. Так что я с радостью читаю комментарии и буду рад любым вашим комментариям. А кроме того, друзья, мне очень интересно узнать, из какого города, из какой страны вы смотрите данный рецепт. Мне это интересно потому, что я много где был, и мне очень интересно, куда залетел этот рецепт. Так что жду ваших комментариев. А пока у нас практически финальная стадия, кладется последний коржик. И, как я уже говорил ранее, сейчас нам надо освободить наш будущий торт от формы. У меня раздвижная форма, и делается очень просто это все. И наверх я кладу ту самую смесь, которую мы делали на водяной бане. Очень щедро, очень красиво она выглядит. И вот такая красота у нас получилась. Благодарю за просмотр. Пока.